Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и вечеринки Хэллоуин не за горами, поэтому сегодня с вами будем делать шляпку-заколку. Также эту шляпку можно повесить на ободок. В прошлом году также я вам показывала еще варианты, как можно очень быстро и легко из глиттерного фоамирана сделать украшения для волос. Поэтому все ссылки на эти видео я оставлю в описании. Ну а сегодня давайте сделаем маленькую шляпку. Для работы нам понадобится глиттерный фоамиран. Я буду использовать черный и оранжевый. Толщина фоамирана у меня 2 мм, и он не на клеевой основе. Также в интернете я нашла картинки, я их себе распечатала и сейчас буду выбирать подходящую для моей работы. Также буду использовать небольшой кусочек фатина. Паутинки у меня нет, поэтому будет фатин. Я думаю, он тоже похож на паутинку. Я выбираю тыкву. Тыкву я решила выбрать с улыбочкой, повеселее. Ссылку на эти картинки я оставлю в описании к этому видео. Переходите и распечатывайте в формате А4. Ну а если вам негде распечатать, перерисовывайте любую понравившуюся вам картинку. Вырезаем тыковку. Лицо нашей тыквы я вырезаю маникюрными ножницами, я думаю, это самый удобный вариант. А теперь нам нужно делать саму шляпку. Делаем основу. Не смогла найти дома циркуль, поэтому делаю с помощью подручных материалов. Делаем большой кружочек и затем сделаем кружочек поменьше. Я буду использовать крышки, скотч, все, что найду под рукой. Все аккуратненько и ровненько вырезаем. И у нас получается два круга, один диаметром 4 см, а второй диаметром 7,5 см. Если же вы хотите шляпку намного больше размера, увеличивайте диаметр своих кружочков. Теперь нам нужно сделать высоту самой шляпки. И я решила сделать высоту шляпки 4 см. И у меня получилась заготовка 4 на 14 сантиметров. А теперь будем все собирать. В работе я буду использовать обычный секундный суперклей. Можете использовать горячий клей, но он будет вылазить и край у вас будет некрасивый. Если вы смотрели, как я делала пинетки из фоамирана, принцип один и тот же. Аккуратненько начинаем все склеивать.
Верхушка нашей шляпки готова, теперь ее приклеиваем к нашей основе. Приклеивать ее будем ровненько посередине, точно так же снизу наношу клей и приклеиваю. Я решила взять небольшой кусочек фатина, скрутить его и задекорировать соединение нашей шляпки. И само соединение я уже буду фиксировать горячим клеем. Берем небольшой отрезок фатина, делаем из него бантик и точно так же приклеиваем на саму шляпку. И нам осталось приклеить тыкву. На этом декорирование нашей шляпки готово. Осталось закрепить саму заколку. Из фетра вырезаю круг диаметром 4 см, прорезаю внутри и буду вставлять туда заколку. Заколка у меня длиной 7,5 см, можно использовать также и меньше заколку. Продеваем и все хорошо приклеиваем. После этого наносим на фетр клей и все хорошенько приклеиваем. И заколка с тыквой готова. Если вам понравился такой вариант заколки, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!